Здравствуйте, мои дорогие. Посмотрим, что же вам необходимо знать, то, чего вы не знаете, или же, может, знаете, догадываетесь, но вам сейчас подтвердят. То есть то, что за пределами вашего влияния, где-то за пределами зоны вашей видимости, что вам необходимо знать. Что вам необходимо знать? Посмотрим туда, что за вашей спиной и там, где вы не видите. Что необходимо знать? Так, это первая ситуация. Что необходимо знать? Посмотрим, что необходимо знать за вашей спиной. Так, ну, во-первых, тут какая-то ситуация болезненная, да, что-то новенькое появилось в вашей жизни, и оно развиваться хочет развиваться, но какая-то ситуация болезненности. Это может быть какая-то новая встреча с человеком, и возникла проблема. Вы знаете, что вы найдете этот верный путь. Дальше. Тут еще может проигрываться ситуация, когда ребенок может не очень хорошо себя чувствовать. Вот. И есть путь к выздоровлению. Да? То есть в любом случае путь к выздоровлению есть. Так. Может, вы сейчас находитесь с ребенком в одной комнате, и ребенок себя, может нехорошо себя чувствовать. Либо все равно, даже, знаете, тут такая информация о том, что если даже ребенок как-то будет недомогание какое-то, да, то путь к выздоровлению, он очевиден, вот, просто очевиден. Так, и мне интересно, я тасую колоду, а оно опять выпадает. Тут что-то хотят вам сказать о вашей судьбоносной какой-то ситуации с молодым человеком. Давайте тут еще смотреть. Так, что еще вам необходимо знать? Ой-ой-ой. Что еще необходимо знать? Что необходимо знать? Что необходимо знать? Что необходимо знать сейчас? Вы ждете какое-то решение какой-то проблемы, вопроса, что-то ожидаете с надеждой, ждете, может быть, чьего-то проявления, а человек нет, он не проявится. В тот день, когда вы смотрите, этот человек может как раз и не проявиться. Проявление чего-то, вы вот с надеждой что-то ожидаете, и напрасно ожидаете. Не нужно ожидать. Вам нужно двигаться вперед, не нужно ничего ждать. Ожидание, оно умерщвляет, понимаете? Это каждый день вы себе можете говорить: не ожидаю, я иду вперед, у меня жизнь есть впереди. Я никого не жду, кому нужно, за мной успеют. Все. Ну вот такая ситуация здесь идет. Не нужно никого ожидать, не нужно никого ждать. И если ждать, то правильно ждать. Жить своей жизнью и ехать в своем поезде, а не ждать чей-то поезд. Так, хорошо. Что еще вам необходимо знать? Что необходимо знать? Кто-то мечтает о вас. Кто-то мечтает о вас, представляет вас, какая вы интересная женщина, и мечтает с вами чего-то очень сладкого и постоянного причем. Кто это? Давайте сюда посмотрим. Еще ни разу не выпала вот именно такая карта. Там мужчины какого-то, да, тут просто мечтательность какая-то. Давайте, кто этот человек, который о вас мечтает? Это у нас, он далеко, в какой-то пустоте, в сложностях, выходить сам не хочет. Кто этот человек? Кто же ты? Человек, находящийся в сложнейших каких-то своих ситуациях, проблемах, далеко, он в какой-то в пустоте и в одиночестве сейчас. Какие-то планы. Вы у него на первом месте просто. Вы его выигрыш по жизни. Да кто же ты? Кто ты? Сейчас в безресурсном состоянии, без денег, может быть, реально. Без денег далеко, то есть тут может быть просто дистанция некая выстроилась, и он думает, что вы его осуждаете за что-то.
Он боится быть осужденным. Смотрите, на дне колоды выходит у нас все-таки карта Lovers, это влюбленные. Это касательно отношений. Какой-то человек, который от вас дистанцировался на какое-то время, наверное, на продолжительное время, и не в состоянии к вам сейчас сделать определенные шаги, потому что вы его осудите за то, что он не может вложиться в отношения. Но мечтает о вас, да, тут нам рассказали. Вы у него на первом месте. Первая женщина, которой он прежде всего хотел бы проявиться, что-то дать, да, но пока ничего не может дать. Так. А ситуация вот эта с этим человеком осложняется еще какими-то неприятностями в его жизни. Он как не может сейчас создавать отношения, не способен. Ну как, отношения именно прочные, да, то есть он может какие-то легкость какую-то приветствовать. Да, видите, и поэтому его методы сейчас могут быть вам казаться какими-то странными, как лживыми. Сейчас изображают какую-то занятость, понимает, что вы его ждете. Перемены будут, но вы знаете как, перемены будут, вот смотрите, здесь так интересно, вот женщина ждет и женщина постарела. Смотрите внимательно, потому что тут пока перемен дождетесь, постареть можно. Вот он, красавчик. Вышел. Он говорит, да, вот это то, что ей нужно было услышать. Господи, девочки, ну этот человек будет проявляться, писать вам, и тут какая-то старая волынка, когда вы можете очень долго и долго ждать какого-то человека. В общем, он о вас мечтает, он о вас не может забыть, но никаких действий конкретных не делает. В общем, вам нужно это знать. Особенно вот это вот очень ярко нам сказали, да, что пока будете ждать, тут не ровен час и очень долго ждать. Так, где тут вот эта ситуация сигнифицировалась. Дальше, что необходимо знать еще? Что необходимо знать еще? Так, что необходимо знать еще? Кстати, знаете, какая мысль сейчас мне в голову кто-то из вас вложил? Допустим, эта сигнификация, она подходит как бы под нескольких мужчин. Вот для тех девушек, у которых несколько мужчин, я приглашаю на другой канал. Есть у меня там на 4 варианта. Вы можете 4, по крайней мере, загадать, да, ну, можно и больше, но, это займет много времени, вы можете просто другой расклад выбрать, например, да, на том канале, и посмотреть на большее количество, вот. Я приветствую вот именно такую позицию, потому что тот канал я создала прежде самый первый, да, и на 4 варианта начала смотреть, уже давно, вот, поэтому приглашаю вас туда. Я всех туда приглашаю, потому что лучше иметь выбор. И мужчин, дорогие мои, тоже туда приглашаю. Лучше иметь выбор. Не нужно никого обманывать, но выбор, он есть выбор, да, честный выбор. Так, продолжаем. Что вам еще необходимо знать? Так. Вы надеялись на чью-то честность, на чье-то правильное отношение к вам, но не ждите. Вот то в ближайшее время у вас, скорее всего, была коммуникация с каким-то человеком. Кто это, тут не показали. Вы с надеждой смотрели в то, что, вдруг это нормальный, да, человек. Она не имеет значения. Смотрите в оба, потому что вы можете ошибиться, да, то есть в его честности, в его каких-то, хороших действиях в вашу сторону, в его порядочности, в его каких-то официальных к вам. Видите, официальная персона, да, которая, в принципе, не оправдала ваших надежд. Вы ожидали от него большего, чем он может дать. Вот. Что вам еще необходимо знать?
Девочки мои дорогие и мужчины, я благодарю вас за все, за лайки, за комментарии, кстати. Хотела вот прям так, такая волна нахлынула благодарности. Я действительно вот на этой энергетике, с которой с вами работаю, очень много могу создавать, генерить, когда я читаю ваши комментарии и ваши истории шикарные, когда вы меняете жизнь, когда вы, вот допустим, после какого-то времени присутствия на этих каналах моих, вы реально меняете жизнь. Вы мне пишете это в личку, но лучше пишите вот именно ваши истории в Ютубе, да, потому что я в Ютубе это все как-то научилась быстро читать, а в личке я только отвечаю на какие-то такие сейчас, на запросы, допустим, по индивидуальной работе. На тот момент, пока я снимаю, да, сейчас индивидуальной работы не провожу. Если ты посмотри, вот, может, ты смотришь позднее, вот тогда я могла бы уже открыть. Но все моменты, связанные с продолжением моей работы индивидуальной, они будут на канале Telegram. Вот именно телеграм-канале, да, то есть здесь вот в видео, вот сейчас, вот, да, ведь вот это вот, здесь указан мой личный рабочий телеграм, но есть еще телеграм-канал, там между Юлия Magic есть еще нижнее подчеркивание, и это телеграм-канал, где я буду сообщать, когда я буду возобновлять работу индивидуальную. Так, вот, дальше, что-то я так... в благодарности. Очень хотела вас поблагодарить и за то, что и лайки ставите, и комментарии такие прекрасно оставляете, за то, что финансово вкладываетесь. Это все необходимо, действительно. Пускай вам вот то, что вы вложили, вам в разы больше отдается Вселенной. Так, смотрю дальше. Что необходимо знать вам еще? Что вам необходимо знать? Что необходимо знать? Что необходимо знать? Так, здесь какая-то занятость. Угу. Знаете, что здесь идет? Если у вас должна быть встреча какая-то с человеком, из-за занятости этой встречи не будет. Вы будете заняты, он будет занят. Встреча не сможет состояться. Не сможет. У меня много работы, вот здесь идет такая фраза. Много работы. И, кстати, вот это все, то, что только что было сказано, это ведет к изменениям в вашей жизни. Не нужно бежать за тем, что к вам в руки не дается, да, не нужно возвращаться назад и что-то пытаться себе забрать то, что не ваше, да, то, что ускользает. Дайте шаг назад, оно придет. Шаг назад, я имею в виду по отношению к этой ситуации. Не надо в прошлое падать. Так, хорошо. Дальше, что еще необходимо знать? Что еще необходимо знать? Что еще необходимо знать? Так, тут какой-то молодой человек. Ой, да, здесь все-таки какие-то пересечения, да, вот с теми ситуациями уже идут. Здесь какой-то молодой человек, мужчина, с которым вы, скорее всего, знакомы, да, готов предложить вам новый этап в ваших отношениях, но этот этап важен как? В его корыстный, сейчас хочу сказать, вам он не интересен, этот этап, да, то есть не в вашу пользу это продвижение в отношениях, понимаете? Вот не в вашу пользу. Здесь что-то такое вот идет, когда этот человек будет немножечко лукавить. Это вроде как и продвижение в отношениях, например, там интимная близость, да, но вы понимаете, что это нужно ему, а вам нет. Понимаете как? И вот вы, когда это услышали, вы сейчас, вот выбирая эту информацию, вы понимаете, что если от этого я откажусь, я получу больше от Вселенной. Что вам необходимо знать? Что необходимо знать? Что еще необходимо знать? Такой шум на заднем фоне. Прошу меня простить. Так, вы победите. Вы достигнете того, чего хотели. Это может быть и в отношениях, кстати, да, потому что здесь карта свадьбы, вы как побеждаете. Все, что вы ранее делали, вы делали правильно. Например, вы отказывались от внимания тех мужчин, которые недостойны, да, вы шли к какой-то цели, спокойно, тупо и методично принимая, допустим, ситуации такими, какие они есть, людей такими, какие они есть, понимаете? И вы достигаете этого. И общество вам рукоплещет. Давайте подробнее вот эту ситуацию еще посмотрим. Вот здесь, что здесь? Любовь.
дорога, изменения. Тут могут быть очень сильные изменения. То, что вам ранее казалось недоступным, да, вы достигаете этого. Сейчас это вам вот кажется недоступным, понимаете? Но будут очень сильные изменения. Это как ваш выигрыш. Но этот выигрыш вы заслужили. Везет тому, кто везет. Я эту фразу когда-то запомнила, она мне так отпечаталась в моем мозге. Вот, и я понимаю, что это такое. Везет тому, кто везет. Если тупо сидеть на 5-й точке и ждать вот этого 777, пока выпадет, ничего не будет. Но если вы идете к своей цели, расправив паруса, и веря в то, что будет все так, как вы хотите, и принимая то, что происходит, казалось бы, то, что вы не хотите, принимая это, да, вы идете к этим изменениям и достигаете того, что желали. Смотрите, еще и карта большой фортуны. Это, вы получаете даже больше, чем ожидали. Вот. Не ждите, это просто будет. Просто живите своей жизнью. Да. Я живу своей жизнью, и у меня все будет. Это ты только что сказала сама себе. Или сказал сам себе. Ну что, дорогие мои, буду опять благодарить вас за все, за лайки, за комментарии, за вашу финансовую поддержку. Пускай вы вложили чуть-чуть, или много, да, кто как. Всех все равно чувствую душой в этот момент. Вот так вот. Когда это есть, когда вы, вот эта помощь приходит. Благодарю за все. Пускай вам в разы больше Вселенная отдает. Вот так вот. И еще хочу сказать тот момент, что половину средств от работы каналов я даю на нужды ЗСУ. Хочу, чтобы поскорее, я это знаю, так это и будет, чтобы поскорее была победа нашей страны. Легкими усилиями какими-то. Все, буду с вами прощаться. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.